Салют! С вами Producer Edition. Это еженедельный обзор новостей в мире музыки, студийной звукозаписи и не только. Slate Digital анонсировал новую веб-платформу для мастеринга под названием Virtue. Все происходит в 3 этапа. Сначала вы импортируете ваш WAV-файл, и Virtue анализирует ваш трек, чтобы оптимизировать процесс мастеринга. На этапе анализа Virtue измеряет ключевые свойства сигнала в различных диапазонах частот, чтобы получить информацию о тональном балансе, громкости и динамическом диапазоне трека. Эта информация помогает определить установленные кривые эквалайзера, многополосную степень сжатия и пороговое значение, коэффициент усиления лимитера и другие ключевые параметры. Потом вы выбираете стиль, который лучше всего подходит вашей композиции, и один из 3 целевых уровней громкости. Вы также можете получить доступ к набору расширенных элементов управления для настройки баланса частот, компрессии и ширины стереозвука вашего мастер-файла. Как только вы выберете нужные настройки, можно прослушать 15-секундное превью вашего обработанного аудио перед финальным действием. Если звучание устраивает, нажимаете «Мастер», чтобы обработать весь трек целиком, а затем загружаете его из библиотеки. Virtue доступен по подписке All Access. Подписка начинается от $25 в месяц. Подробнее можно узнать на сайте Slate Digital или пройдя по ссылке в описании ролика. Один из самых известных немецких хип-хоп-продюсеров Basazian и компания Native Instruments представила Basazian Bundle. Продукт представляет собой эклектичную коллекцию мелодических инструментов и барабанов, обработанных хай-энд приборами, винтажными магнитофонами и педалями эффектов, что привносит особый ретро-колорит в современный продакшн. По словам автора, ему всегда нравилась сатурированная, перегруженная музыка и деликатные музыкальные инструменты. Поэтому он всегда пытался найти баланс между 2 этими мирами, объединяя лучшее качество каждого из них. В Basazian Tapes входят как винтажные модульные синтезаторы, так и современные, записанные и пропущенные через магнитофонную пленку, что придает свои уникальные колебания и звук каждой ноте. Artist Expansion — это библиотеки ударных. Basazian рассказал, что ударные собирались из самых разных мест, даже из его старых песен 20-летней давности. Для создания одного из звуков, оркестра Kit, даже использовался синтезатор времен СССР. До 10 августа действует скидка в 50%, если вы приобретаете эти 2 бандла вместе. Solid State Logic анонсирует свой новый плагин G3 Multi-Bass Compressor. Новый плагин, который использует легендарное наследие SSL. Теперь может обрабатывать сигнал, деля его на 3 диапазона частот: низкий, средний и высокий. При помощи 4K Drive добавляется сатурация для каждой из 3 секций, сохраняя при этом динамический контроль. 4K Drive — это характер легендарной консоли 4000 серии. Также присутствуют мощные функции сайдчейна и фильтра. G3 Multi-Bass Compressor доступен в рамках подписки SSL Complete от $15 в месяц по системе Rent to Own или бессрочной покупки по цене в $200. Компания Presonus представила новое обновление Studio One 6.2. Программа, помимо устранения старых ошибок, получила новые функции, улучшения в разделах редактирования, панели макросов, органайзера и многое другое. Теперь создание аранжировки, микширование и мастеринг стали еще комфортнее. Помимо этого, Presonus Sphere теперь переименована в Studio One Plus и включает доступ к постоянно обновляемой версии Studio One Professional, а также всей библиотеки плагинов и профессиональных инструментов. Studio One Plus, как и раньше, в рамках ежемесячной или годовой подписки, дает доступ к библиотеке программ, хранилищу для совместной работы в облаке, общению, а также доступ к рекламным акциям, обучению и мероприятиям. Studio One 6.2 доступна бесплатно для действующих подписчиков Studio One Plus и обладателей лицензии Studio One 6.1. Приобрести новую подписку можно по цене в $15 в месяц или $165 в год. Разовая покупка версии Professional обойдется в $400. Версия Artist стоит $100, а версия Prime бесплатна. Следующая новость поражает своей щедростью. Авторы курса How to Use Compression, как использовать компрессию, поделились 10-часовым видео у себя на YouTube-канале. В видео рассказывают обо всех тонкостях использования компрессора, делятся всеми техниками и секретами. Как заявляют авторы, данное видео — это настоящий универсальный справочник. Вот как описывают себя создатели курса.
Мы небольшая, но преданная своему делу команда аудиопрофессионалов, преисполненная решимости создать жизнеспособную альтернативу традиционному музыкальному образованию. Мы считаем, что первоклассное образование должно быть доступным по цене и что реальные результаты имеют гораздо большее значение, чем диплом на стене. Узнать больше о менторах проекта, а также ознакомиться с другими курсами можно на сайте. Ссылка будет в описании. Waves Audio выпустила новый плагин Magma Spring. Плагин представляет собой сочетание 7 типов пружинных ревербераторов, каждый из которых подарит ностальгические ощущения уникальной музыкальной эпохи. 50-е возвращают нас к рождению рок-н-ролла. Твэнг хорошо подходит для электронной музыки, особенно для аналоговых синтезаторов и циклических арпеджио. Motor City воплощает в себе олдскульный соул и R&B звучание. Waves советуют пробовать его на барабанах. Classic дает тот мощный, теплый, универсальный звук спринг-реверба, который может заставить практически любой элемент красиво вписаться и найти свое место. Калифорния — это максимальный вайб. Его более яркий тон заставляет вокал великолепно парить над миксом. Heavy. Если бы вы играли на своем Gibson Les Paul через усилитель Fender в большом ангаре, это было бы примерно похоже на звук Heavy. Этот Spring Reverb создает удивительно густое облако. Dark Space — этот тип пружинной реверберации является основным звуком даб и заставит любой элемент улететь на много световых лет. Сейчас плагин можно приобрести со скидкой в 73% по цене в $40. 26 июля в магазине Dr. Head прошел мастер-класс, который был посвящен выбору микрофонов в студии. Даша Юст и Сергей Рябов показали и объяснили, насколько разные микрофоны звучат по-разному. И как круто, когда вместе с исполнителем можно выбрать наиболее подходящий ему. А 28 июля в студии Voices состоялся мастер-класс под названием Dutch & Dutch 8CE — новый стандарт студийного звука. Сергей Рябов рассказал про студийные мониторы Dutch & Dutch, их технические моменты, опыт использования и советы по калибровке мониторов под рабочее помещение. На этом у нас все. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал и сообщество ВКонтакте. Там вы найдете больше интересной информации, все ссылки в описании ролика.